Откручиваются две гайки в заборе. Для индюков рай. Чтобы побыстрее у меня курочки занесли в гнездо, будут в целости и сохранности. Маленькая. Смотрите, что я придумала. В день моего приезда вот так вот сетка будет отодвигаться. Там очень просто откручивается две гайки. Смотрите, откручиваются две гайки в заборе. Вот так отодвигается эта секция. И все, птица ходит на воле. Хотя бы в те дни, когда я буду приезжать, индюки будут сами пастись, сами добывать себе зеленый корм. Это прекрасно в содержании индюков. Это отлично, когда есть возможность, смотрите, птица клюет, выбирает себе все, что хочет. Это у них первые минуты свободы. Вы сейчас наблюдаете, они только-только вышли. Сейчас они освоятся, и я им разрешу даже ходить у себя по двору. У меня весь двор в траве, и как раз это будет прекрасно. Все. Гуляют. Покажу вам еще, когда они выйдут во двор и будут ходить по двору, по траве. Там много-много травы. Вот так вот это отодвигается. То есть не нарушая целостность этого забора. Просто открутили пару гаек. И все, и птица на свободе. И хотя бы в день моего приезда птица будет кушать вкуснятину. Конечно, когда я буду уезжать, я им буду оставлять зелень по возможности, сколько смогу. Повезло цыплятам. Такая идея пришла мне только ради индюков. А цыплятам просто повезло. Красота. Вот это для индюков рай. И теперь птица выбирает то, что она сама хочет скушать, а не то, что я приношу им в курятник. Удовольствие. Море. Море удовольствия получают индюки. И мне тоже приятно на это смотреть. Начинают нестись. Нужно помочь сформировать саму скорлупу яйца. Само маленькое яичко, зародок этого яйца у этих курочек уже сформировано. А вот именно скорлупу яйца сейчас нужно помочь сформировать. Поэтому обязательно нужно дать кормовую ракушку. Без вот такого строительного материала, без этой ракушки, курочка сформирует. Да, она копит эти питательные вещества, эти витамины для формирования скорлупы, и это все сделает, но чуть-чуть позже. А так как я хочу, чтобы побыстрее у меня курочки занеслись, поэтому кормовую ракушку даю обязательно. Конечно, для кормовой ракушки у меня есть специальные кормушки, но у меня сейчас очень много цыплят, очень много кур. Индюки добавились, у меня все кормушки сейчас заняты. Пока что заняты. Вот когда я уже буду формировать к зиме своих кур, и тогда у меня уже освободятся кормушки, и я буду ставить в кормушках. Пока что это будет в мисочке. Да, это неудобно в миске, потому что курица по природе начинает гребтись. И ракушку кормовую они будут разгребать. И вот сейчас по тому, кто
первый кушает кормовую ракушку, мы можем понять, кто у нас несется. Той курочке, которой не хватает этого строительного материала, она сейчас себя выдаст. И сейчас они все, кто несутся, все сейчас придут срочно кушать кормовую ракушку. Обратите внимание, как это все происходит. Не видит сейчас, вот рядом идет курочка, которая еще тоже несется. Вот мы сейчас определим, смотрите, смотрите. Вот, вот, вот. Все, кто сейчас несут яйцо, они все обязательно будут есть кормовую ракушку. Ну, не только они будут есть, будут кормовую ракушку есть и другие цыплята, но особенно будет есть тот, кому сейчас это очень надо. Курица сама знает, что ей нужно. Так вот, ставлю в мисочке, это не совсем удобно. Курица по природе гребется. И сейчас найдутся такие умницы, которые залезут в эту миску и начнут разгребать. И потом вокруг этой миски везде будет валяться этот очень ценный продукт. А это не хотелось бы. Хотелось бы сразу, чтобы этот строительный материал у них был всегда и в таком состоянии, чтобы они не могли выгребать. Для этого у меня служат специальные кормушки, сделанные для кормовой ракушки. Но это будет попозже. Поставлю их обязательно, но попозже. Кормовая ракушка нужна для молодой курочки не только для формирования яйца, но и для хорошего роста самого цыпленка, самой курочки. Потому что с помощью кормовой ракушки хорошо усваивается корм и хорошо идет он на пользу. Если корм усваивается, значит цыпленок хорошо потом растет. Если у вас, мне очень часто задают вопрос, не растет цыпленок, не растут цыплята, что делать, почему? Вот нужно обязательно дать или камушки, или ракушку, или мелкую, такой крупный есть песок, обязательно нужно дать. И потом ваш цыпленок, когда покушает эти камушки, ракушку, вся пища, которая будет кушаться, она будет усваиваться. И таким образом цыпленок начнет расти, начнет хорошо расти. Но это, конечно, если исключить то, что цыплята чем-то больные, или кокцидиоз, или глисты. Несмотря на то, что подстилка сухая, но раз в неделю я все равно у цыплят убираю всю старую подстилку и застилаю новую. Это обязательно для содержания цыплят, потому что в помете скапливаются нехорошие все элементы. И если чаще их выносить, то здоровее будут цыплята. Убираю всю подстилку и буду застилать новую. Продолжаю чистить. Помет убираю. И, естественно, вот такая у меня находка. Вот кто у меня несется. Вот она сразу прибежала. Вот, видите?
Голошейки яйца. Видите, вот одно даже зафутболили куда-то. Первым делом уборка. Так, достану сразу эти яйца, положу в гнездо. Будут в целости и сохранности. Вот. Потому что вижу вот уже на яйце остатки желтка. Наверное, еще было яйцо. Вот только этого мне не хватало, чтобы они научились есть яйца. Кто ел яйца? Вот, 2 чистеньких, а одно уже запачканное. Так, положу пока в гнездо. Ну и сразу покажу вам. И тут есть уже яйца. И даже очень крупное есть одно. Смотрите, какое. Большущее. Это молотки несут. Смотрите. Ага, это голошейки. Вот еще одно. Вот я сейчас вам их покажу. Смотрите, какое нереально большое яйцо. Двухжелтковое. То есть, если курочка несет двухжелтковые яйца, то даже, возможно, она будет нестись через день. Ей разрешается снестись через день. Все, а я продолжаю уборку. Так как на улице очень жарко, куры в основном находятся, цыплята мои вот эти, они в основном находятся в курятнике. Ну, естественно, это все у нас скапливается. Помет, мусор, все это скапливается вдвойне больше, чем если бы они еще ходили на улице. Если бы они только приходили в курятник на ночлег, конечно же, на дольше бы хватило чистой подстилки. Ну, а так как на улице жарко, они все приходят сюда, прячась от жары. И поэтому получается, что очень вот такая вот подстилка. И, конечно, вот такая красота получается. Все чистенько. Вот теперь смотрите, птица сразу зашла на чистое. Любят куры чистое. Чистоплотная эта птица. Куры любят, когда у них чисто. Моя красоточка любимая. Красавица ты моя. Это курочка из моего зеленого яйца. Это несет курочка, которая помесная с амерауканом. И вот такой у нее получился цыпленок. Он без шапочки, потому что петух был маран. И вот такая вот получилась помесь. Все, приступаю к следующему вольеру. Уборка сейчас во всем курятнике. Чисто не там, где не ссорят, а там, где убирают. А теперь буду убирать здесь. И индюки очень даже прекрасно знают, где они живут. Погуляли, пришли на отдых, полежали здесь, воду попили. И опять пошли, смотрите, опять пошли пастись. А я передвигаюсь сюда на уборку. Все выгребти и застелить свежее, чистое. Потому что та же самая тема. Жарко, птица вся находится в курятнике и очень-очень пачкает.
Все, чистота и порядок. Красота. Все чистенько. Приятно не только цыплятам, но и мне приятно. Главное, что приятно и мне. Запах сразу в курятнике приятный, чистенько. И у курочек тоже хорошее настроение. И хорошая санитарная обстановка. Я всегда говорю, это залог здоровой птицы. Ну, а тут Воля. Гуляют, приходят сюда, придут, опять пойдут гулять. Красота у них тут. Теперь я сижу в клетке, да? А вы гуляете. И надо пойти проверить яйцо. Пока я убирала, здесь слышу в этом вольере какая-то курочка уже сообщает, что она снеслась. И сюда не мешало бы привезти песок. Видите? Засыпают остатками травы, и песок закрывается сухой травой. Надо обновлять песочницу для цыплят. Яблоки, конечно, показываю вам. Огромные. Вот так вот подперла ветку палочкой. И здесь подперла доской. И чтобы кора не сдиралась, вот такой мешок сахарный. Вот, чтобы доска не терла сильно об ветку. У петушков я в домике застилаю вот такую бумагу. Вот такая плотная бумага. А сверху уже застилаю солому. И потом очень удобно скрутить в рулончик эту бумагу. И выбрасываю. Вот так в рулон скручиваю и выношу. И на бумагу застилаю просто солому. Вот так. Для хорошего сбора помета. Это в домике у петушков тоже обязательно нужно делать уборку. Помощники. Петушки помогают. Кто это несется? О, смотрите. Новая курочка. Ой, какие у нее щеки, смотрите. Ты тоже уже несешься? А ну где твое яйцо, покажи. О, смотрите, какое классное. А кто это такая курочка? Что это? Это тоже доминант? Нет, это не доминант чубатый. И тоже зеленое яйцо, смотрите. Красота. Молодец ты, умничка. Умница, только надо нестись в гнездо.
Показать тебе, где гнездо? А ну-ка, смотрите, мокрое еще. Маленькое. И смотрите, следов крови нет. Это первое яйцо этой курочки. Молодец. Еще нету 4,5 месяцев. А, кстати, вот ей уже 4,5. Это, наверное, та, которая 28 марта. Да, это она. Класс. Смотрите, какое насыщенное, такое зеленое. Красивое. О, смотрите, хотела положить сюда яйцо. Ой, боже мой, я не мешаю, я не мешаю. Не-не-не. Красота. Так, положу-ка я это яйцо в гнездо. А потом буду собирать и заберу. Видите, как оно катится? Идеальный наклон. Видите? Идеальный наклон. Все, пусть лежит, ждет. И потом мы придем собирать яйца и его заберем. Молодец, курочка. Видели пример? Все, давайте повторяйте за этой курочкой. Молодцы. Сделала себе гнездо в свежей соломе. Не надо. Никакого здесь гнезда нет. Ну а тут... Ой, боже, мы поняли, сейчас будет тоже яйцо. Мы поняли. А голос мне так нравится, как игрушка детская. Ну, давай еще раз так сделай. Класс. Вот я вам покажу, как выглядит ремонтанная малина в августе месяце. И это мы уже ее едим полным ходом. Вот покажу вам еще ветку, смотрите. Это ремонтанная малина, которую нужно хорошо поливать и вовремя обрезать старые ветки, которые отцвели весеннее цветение. Вот посмотрите. И до самых морозов будет ягода. Даже под снегом бывает мы собираем. Вот, посмотрите, какие ветки. Они буквально все. Вот что значит вовремя обрезать летние отплодоносившие ветки. И тогда питание будет идти только на те ветки, которые нам нужно. Ну, здесь любые. Вот я беру, вам показываю. Вот сколько ягод еще. И так вся малина. Вот, смотрите. Вот. Ягода будет крупная. Главное вовремя обрезка. А вот веточка только-только начинается. Посмотрите, сколько ягод будет. Конечно, если хорошо поливать. Малина любит полив. Без полива будет мелкая ягода. Она будет, но будет очень мелкая.
Огурцов опять. Посмотрите, сколько огурцов. Это просто ужас сколько. Огурцов много. Посмотрите, сколько. Все в огурцах. Уже не знаем, куда девать. Это все благодаря вот такому навесу от палящего солнца. Ну и опять же полив. Огурцы тоже любят очень полив.